Все в названии. Окей, может не совсем. Правильно будет, когда мета позаботится о реально удобном и качественном стриминге прямо со шлема сама. Но метод, описанный в этом видео, можно назвать самым качественным на данный момент. Если вы хотите постримить нативные приложения и игры прямо со шлема сегодня, есть несколько вариантов, как это сделать. И все они очень паршивые. Обычно со шлема предлагается стримить двумя способами. Первый — это стрим сразу на Facebook, что очевидно ограничивает платформу для стрима, качество видео при этом весьма посредственное. Второй способ — это трансляция видео со шлема на страницу Oculus Cast. А далее страницу браузера можно захватить в OBS и стримить на любую желаемую платформу. Но этот вариант на самом деле даже хуже. Обычно на Oculus Cast видео лагает и звук очень сильно рассинхронизирован. И вот недавно, желая научиться стримить нативные приложения со шлема или эксклюзивные игры, которые так и не выходили на компе, я обнаружил, что есть способ сохранить высокое качество видео при стриминге на любую платформу, но для этого придется постараться и применить некоторое количество костылей. Как же иначе? Это совсем не однокнопочное решение и подразумевает возню. Но результат, как мне кажется, абсолютно того стоит. Для всего этого потребуется, конечно же, компьютер с достаточной мощностью, чтобы стримить, смартфон, наушники, желательно вкладыши, и 3 программы помимо OBS. Одна из них наверняка знакома любому человеку, имеющему VR-шлем, это SideQuest. Мы ее используем для захвата видео и звука со шлема с возможностью настройки битрейта и прочего. Вторая программа используется для передачи звука игры с ПК на смартфон. Я объясню, зачем это нужно чуть позже. Я использую SoundWire, но подойдет, наверное, любое приложение, которое умеет передавать звук с минимальной задержкой, так как это беспроводное решение, это очень важно. Третья программа передает голос с микрофонов VR-шлема на ПК. Здесь минимальная задержка тоже будет не лишней, и я использую для этого Vomik. Итак, зачем все эти костыли со звуком и лишние программы? До недавнего времени программный модуль в SideQuest, который используется для передачи видео со шлема, не умел передавать его со звуком. При этом видео было очень качественным, но это, конечно, не помогало использовать его для стримов. Но в одном из последних обновлений программы сделалась возможной передача и видео, и звука. Но передается только звук приложений и игр без звука из микрофонов. Для этого и нужна отдельная программа Vomik. И еще, к сожалению, во время передачи видео звук в самом шлеме отключается. То есть звук вместе с картинкой отправляется на компьютер, но в самом шлеме в этот момент звука абсолютно нет. Я уверен, что очень скоро, и это видео, наверное, тогда перестанет быть сколько-нибудь полезным, разработчики этого модуля научатся бороться и с этой проблемой, и звук будет оставаться и в шлеме, и можно будет в несколько дорожек передавать его на компьютер, но не сейчас. На данный момент остается либо играть самому без звука, но зрители будут на стриме слышать все, либо найти способ передачи звука с ПК себе в уши. Обратно. Конечно, если вас не смущают провода, можно просто надеть наушники и подключить их к ПК, если провод этих наушников достаточно длинный. Но лично я, чтобы не быть слишком стесненным в движениях, использую программу SoundWire для передачи звука с ПК на смартфон. К смартфону подключаются наушники-вкладыши, телефон отправляется в карман. Вот такая вот конструкция. Окей, я думаю, я объяснил, для чего все это. Если вам все еще это интересно и важно, то можно приступить к настройке. Конечно же, на ПК нужно установить SideQuest, приложение SoundWire для ПК и Vomik. На телефон нужно установить только клиентское приложение SoundWire и на шлем только клиентское приложение Vomik. Все ссылки я приложу в описании. Окей, настраиваем SideQuest. После подключения VR-шлема переключаемся на беспроводной режим. В настройках стриминга выставляем битрейт выше стандартных 8 мегабит в секунду. Я использую 32 мегабита, это не слишком много, но качество видео при этом довольно хорошее. Просто добавляем 6 нулей к желаемому значению мегабит. В поле Crop выставлено по умолчанию довольно удобное значение, это 16 к 9, но можно выбрать и другие варианты.
Например, я использую вывод видео со шлема в соотношении 1 к 1 в самом высоком доступном разрешении. Но также нормально работает и обычное 16 к 9. Да, видео будет обрезано сверху и снизу, но если для вас это не важно, то можно оставить как есть. В поле максимального FPS я ставлю 60. Также для удобства я отключаю сенсор, который отключает экран, когда шлем снят. Нажимаем Start Stream, и это окно теперь можно захватывать в OBS. Для настройки Soundwire на ПК нужно только выбрать ваше стандартное звуковое устройство в списке, что, наверное, значительно проще, если у вас их не так много, как у меня. Далее нужно ввести IP-адрес с ПК в приложение на телефоне и нажать подключение. Теперь ваш звук с ПК параллельно передается еще и вам на телефон. Остается только подключить наушники к телефону и все. Настройка VOMIC очень похожа. Только IP-адрес ПК нужно вводить в программе, запущенной на шлеме. После подключения звук микрофонов шлема будет передаваться на аудиоустройство в компьютере под названием VOMIC Device. Достаточно только выбрать его как микрофон в OBS, и зрители будут слышать и игру, и голос стримера. В принципе, это все, можно начинать стримить. Всего хорошего!